Привет, Эйяре мой. Возможно ли, что всего за несколько минут, ровно за 23 минуты, которые показались секундами, а одновременно и вечностью, простая фраза смогла перевернуть все эмоции Эйяре Муай по всему миру, переписать смысл дружбы, сдвинуть грань между празднованием и слезами и превратить день рождения Тэхёна в момент, о котором будут говорить еще долгие годы дрожащим голосом и сжимаясь в груди? Вопрос возник почти одновременно с уведомлениями, загоревшимися на тысячах экранов мобильных телефонов, ноутбуков и планшетов, когда публика еще не до конца понимала, что только что произошло. Но коллективный инстинкт Эйяре Муай сразу же подсказал, что Чингук только что выпустил в публичное пространство нечто необычное, нечто более глубокое, чем обычные поздравления с днем рождения. Не было официальных заявлений, пресс-конференций, грандиозной сцены с чрезмерным сиянием света. Были только слова. Но именно в этом и заключается взрыв. Слова льются шепотом, слишком искренним, чтобы его игнорировать, слишком эмоциональным, чтобы считать его формальностью, и слишком личным, чтобы не заставить любого, кто их прочитает, затаить дыхание. 23 минуты назад атмосфера среди фанатов BTS оставалась в привычном ритме. День рождения Тэхёна всегда теплый момент, полный милых слов, ностальгии и красочных празднований. Армии уже привыкли к трогательным постам участников, к перезаливаемым старым фотографиям, а также к простым фразам, полным смысла дружбы. Но на этот раз сюжет с самого начала ощущается иначе. Наступила странная тишина, непривычная задержка, словно что-то тщательно взвешивалось, собиралось и решалось. Затем, как раз когда многие начали задаваться вопросом, Чингук произнес слова, которые мгновенно изменили атмосферу. Что же именно делает эти слова такими особенными? Почему реакция армии на этот раз не ограничилась улыбкой Хару, а переросла в массовые рыдания, заполонившие социальные сети фразами «Я не готова», «Мне слишком больно» и «Я плачу непроизвольно»? Ответ не так прост, как сказать, что Чингук умеет строить предложения. Происходящее гораздо сложнее, эмоциональнее и человечнее. Слова словно открыли дверь во внутреннее пространство, о котором до сих пор можно было только догадываться, а не видеть лично. В своей речи Чингук не просто назвал Тэхёна другом или товарищем по группе, он говорил тоном, отражающим долгий путь, раны, которые не всегда были видны, смех, который когда-то делили молча, и бремя, которое могли понять только те, кто шел рядом с ним с самого начала. Здесь присутствует понимание времени, перемен, того, как человек может расти, никогда полностью не меняясь. Даже несмотря на то, что мир вокруг них постоянно меняется с изнурительной скоростью, для армии это не просто поздравление с днем рождения. Это фрагмент истории, которую они собрали лишь из фрагментов интервью, взглядов на сцене и небольших моментов, запечатленных на камеру. Интересно, что Чингук не использовал высокопарный язык или излишние метафоры. Именно эта простота и делает его слова более глубокими. Он говорил так, будто не было камер, миллионов глаз, читающих его, только он сам и Тэхён. Но парадоксально, но именно поэтому миллионы людей чувствуют себя вправе что-то чувствовать. Как будто Чингук неосознанно или, возможно, сознательно приоткрыл завесу и показал, что за мировой иконой скрываются люди, все еще борющиеся с тоской, благодарностью и страхом потери. В течение нескольких минут после появления поста ленты социальных сетей резко изменились. Хэштеги, связанные с Чингуком и Тэхёном, взлетели на вершину трендов в разных странах. Виртуальные слезы распространяются быстрее, чем рациональный анализ. Многие утверждают, что перечитывали эти слова много раз, каждый раз находя новый, ранее упущенный смысл. Некоторые долго молчат. Некоторые сразу же плачут. Другие чувствуют спазм в груди, не понимая точно, почему. Это явление демонстрирует одну вещь, которую нельзя игнорировать. Эмоциональная сила BTS заключается не только в их музыке, но и в искренности отношений между участниками, которые иногда проявляются. Для самого Тэхёна его день рождения в этот раз стал особенным событием. Как правило, он известен своей теплой улыбкой, легкими шутками и яркой артистической стороной. Но на этот раз его реакция на слова Чингука была более тихой, глубокой, и именно поэтому она оказалась еще более эмоциональной. Нет никаких драматичных длинных ответов, никаких попыток соперничать с выплеснутыми эмоциями.
Для многих фанатов это молчание говорит громче тысячи слов. Казалось, Тэхён переваривал что-то слишком личное, чтобы полностью поделиться этим с публикой. В более широком контексте этот момент вновь поднимает вопрос о динамике отношений внутри BTS, особенно между Чингуком и Тэхёном. На протяжении многих лет их близость часто подчеркивалась, анализировалась, а иногда и неверно истолковывалась. Но то, что произошло 23 минуты назад, дает более зрелую и взвешенную перспективу. Речь уже не идет о забавных взаимодействиях в развлекательных шоу или спонтанных моментах на сцене. Речь идет о двух людях, которые растут вместе под огромным давлением, которые познают себя, постоянно находясь под наблюдением всего мира. С академической точки зрения, феномен эмоциональной реакции фанатов на высказывания также представляет интерес для изучения. В исследованиях фандома и популярной культуры парасоциальные отношения часто упоминаются как один из главных факторов привязанности фанатов. Но этот случай показывает, что роль играет не только взаимоотношения между айдолами и фанатами, но и подлинность этих отношений между ними. Когда фанаты становятся свидетелями искреннего и ненадуманного взаимодействия, возникающие эмоциональные отклики становятся гораздо сильнее и более личными. Слова Чингука также заставили задуматься о времени. 23 минуты могут показаться коротким сроком, но в эмоциональном контексте время субъективно может удлиняться и укорачиваться. Для ARMY, прочитавших речь, эти минуты показались долгим путешествием по воспоминаниям, старым песням и ключевым моментам в истории BTS. Многие связывают это со своим собственным этапом жизни, вспоминая, как BTS сопровождали их в юности, в трудные времена или даже в процессе взросления. Таким образом, поздравление с днем рождения говорит не только о Чингуке и Тэхёне, но и о связи между BTS и их фанатами. В нем также присутствует элемент неожиданности, который нельзя игнорировать. Чингук известен как человек, который часто выражает эмоции через музыку и действия, а не всегда через длинные слова. Когда он решает открыто и прямо выразить свои чувства, эффект многократно усиливается. Это решение ощущалось как эмоциональный риск, открывающий пространство, которое до этого было относительно закрытым. И именно из-за этого риска возникает такая сильная реакция. Со временем начали появляться многочисленные анализы. Международные СМИ, наблюдатели Закпоп и даже исследователи популярной культуры начали разбирать каждое предложение, каждый выбор слова и каждый эмоциональный подтекст. Но посреди всего этого одно остается неизменным. Ощущение, что этот момент – нечто редкое и не поддающееся легкому воспроизведению. Это не рекламная стратегия, не часть официальной программы, а скорее спонтанный момент, который происходит в общественном месте. Для ARMY появившиеся слезы были не признаком грусти, а формой катарсиса. Эти слезы приносят чувство облегчения, сопереживания и глубокой связи. Многие пишут, что плачут не от грусти, а потому что чувствуют себя причастными к чему-то очень человечному. В мире развлечений, который часто кажется искусственным, такая честность становится эмоциональным оазисом. Интересно отметить, что после того, как первая волна эмоциональной реакции утихает, наступает более спокойная фаза размышлений. ARMY начали говорить о важности ценить маленькие моменты, о том, как искренние слова могут иметь влияние, выходящее далеко за рамки первоначальных намерений. Некоторые даже связывают это с дискуссиями о психическом здоровье, уязвимости и смелости выражать чувства в общественных местах. В контексте дня рождения Тэхёна речь Чингука также меняет смысл самого праздника. Дни рождения – это уже не просто старение, а признание пройденного пути, преодоленных трудностей и отношений, которые вы пережили в период перемен. Для Тэхёна получение такого поздравления в особый день может быть напоминанием о том, что за всеми достижениями и яркими моментами скрывается крепкая связь. Прошло уже более 23 минут, но эхо этих слов все еще ощущается. Социальные сети по-прежнему полны эмоциональных цитат, интерпретаций и фраз. Каждый прошедший час добавляет новый слой смысла. То, что изначально казалось мимолетным моментом, теперь превратилось в одно из самых запоминающихся эмоциональных событий в истории публичных взаимодействий BTS. Теперь вопрос смещается. Станет ли такой момент поворотным пунктом в том, как Чингук выражает себя?
Является ли это признаком того, что участники BTS будут более открыты в своих чувствах в будущем? Или же это останется редким моментом, запомнившимся своей уникальностью? Однозначного ответа нет. Но ясно одно: 23 минуты назад фраза вышла за рамки простого поздравления с днем рождения и превратилась в коллективное эмоциональное событие. В быстро меняющемся и зачастую поверхностном мире этот момент напоминает о том, что слова по-прежнему обладают силой останавливать время, трогать сердце и объединять миллионы людей в единое целое. И, возможно, именно в этом заключается истинная магия того, что Чингук сделал для Тэхёна. Не потому, что это должно было изменить все, а потому, что честность, произнесенная в нужный момент, действительно способна изменить все. Последствия этого момента не ограничились первоначальными слезами, заполонившими ленту. Только после того, как первая волна эмоций утихла, наступила более тихая, но гораздо более глубокая фаза, когда AR и MUI начали понимать, что они являются свидетелями не просто личного общения, а редкого примера того, как люди выживают и поддерживают друг друга под давлением глобальной индустрии, которая едва ли находит место для хрупких. Многие фанаты писали, что после слез они сидели в тишине, перечитывая слова Чингука с другой точки зрения, как будто каждое предложение теперь несло в себе тяжесть пережитого опыта. На этом этапе дискуссия сместилась с того, что сказал Чингук, на то, почему эти слова показались такими трогательными. Некоторые аналитики популярной культуры отметили, что Чингук, известный как «Золотой Макне», с энергичным и жизнерадостным образом косвенно разрушил общественные ожидания. Он говорит не как молодой беззаботный дух, а как человек, осознающий время, перемены и уязвимость. Это создает резкий контраст, и именно здесь его эмоциональное воздействие работает наиболее эффективно. Тэхён, с другой стороны, часто воспринимается как артист с богатым, но замкнутым внутренним миром. Его день рождения в этом году, который должен был быть наполнен радостями и праздничными мероприятиями, превратился в своего рода пространство для коллективного размышления. ARMY начали связывать высказывания Чингука с собственным путем Тэхёна от стажеров до мировой иконы. Многие посчитали, что эти слова были своего рода неявным признанием борьбы, которая не всегда видна на камеру, одиночества, которое могло ощущаться в толпе. Интересно, что немало ARMY утверждают, что чувствуют себя представленными этим моментом. Они видят себя в отношениях Чингука и Тэхёна в дружбе, которая сохраняется даже в условиях резких перемен. Они понимают, что эти слова напоминают им о старых друзьях, семье или важных людях в их жизни, которые редко выражают свою благодарность словами. Таким образом, слова Чингука служат толчком к личным размышлениям, выходящим за рамки контекста к-поп. С течением времени основные СМИ начали освещать эту историю. Но тон новостей, как правило, отличается от обычного развлекательного освещения. Многие СМИ выбирают более эмоциональный и аналитический подход, подчеркивая психологическое и социальное воздействие момента. Это показывает, что подобные события стирают грань между развлечением и более широким обсуждением человеческих отношений, эмпатии и эмоциональной честности. Некоторые ученые даже начали связывать это явление с теорией эффективной коммуникации, согласно которой сообщения, передаваемые с большой искренностью, способны вызвать сильный эмоциональный резонанс у широкой аудитории. В случае с Чингуком и Тэхёном этот резонанс усиливается долгой историей, известной публике, создавая богатый и глубокий контекст. ARMY читали эти слова не в вакууме, а опираясь на многолетнюю коллективную память. Что делает этот момент еще более интересным, так это отсутствие дальнейших пояснений. Чингук не добавлял объяснений, не исправлял интерпретации и не пытался подавить спекуляции. Тишина после этих слов фактически дала публике возможность поразмышлять. В мире, где все происходит мгновенно, и знаменитости часто сразу же делают заявление, чтобы контролировать ситуацию, это решение молчать кажется значимым. Как будто Чингук позволил своим словам говорить сами за себя. Тэхён выбрал похожий подход. Его спокойная и ненавязчивая реакция породила различные интерпретации. Для некоторых ARMY это был знак того, что слова были настолько личными, что не нуждались в публичном ответе. Для других это форма уважения, позволяющая сохранить интимность момента, не позволяя шуму разрушить его.
Каким бы ни был смысл, эта тишина становится неотъемлемой частью истории, добавляя слой эмоций, который трудно объяснить одной лишь логикой. В последующие несколько дней повествования о событиях 23 минуты назад стало своего рода символом. Число теперь обозначает не только время, но и момент, когда граница между кумирами и людьми заметно истончается. Многие фанаты используют эту фразу, чтобы описать свои собственные эмоциональные переживания, как будто они тоже переживают перемены за короткий, но значимый промежуток времени. Косвенно это событие также вызвало дискуссии о мужественности и выражении эмоций. Чингук, как влиятельная молодая мужская фигура мирового масштаба, показывает, что честное выражение чувств не является слабостью. Положительная реакция миллионов поклонников стала доказательством того, что уязвимость приемлема и даже ценится в современной популярной культуре. Если копнуть глубже, этот момент можно рассматривать как отражение сдвига парадигмы в южнокорейской индустрии развлечений. Новое поколение айдолов больше не полностью привязано к безупречному образу совершенства. Появляется все больше пространства для честности, хотя она и остается в определенных рамках. Чингук одним своим постом, кажется, обозначил тонкий, но значительный сдвиг в этом направлении. Однако за всем анализом и интерпретацией стоит одна основная эмоция, которая остается доминирующей. Эмоции. Крик армии – это не просто ответ на слова, а напоминание о том, что за музыкой, хореографией и мировыми достижениями стоит настоящая человеческая связь. Отношения, которые растут, меняются и длятся долго. Несмотря на то, что сейчас все внимание приковано к Тэхёну, и празднование его дня рождения продолжается с различными поговорками и другими мероприятиями, эти 23 минуты остаются эмоциональным центром. Они становятся своего рода паузой в потоке времени. Моментом, когда мир останавливается, чтобы прислушаться и почувствовать. И, возможно, именно поэтому фанаты плачут. Не от грусти, не от радости, а потому что они становятся свидетелями чего-то искреннего, хрупкого и очень человечного. В конце концов, первоначальный вопрос снова звучит: как так получается, что несколько предложений способны изменить все? Ответ теперь заметно яснее, хотя его по-прежнему трудно сформулировать просто. Ведь слова исходят из глубины души, произносятся в нужное время и принимаются сердцем, готовым к сопереживанию. И за эти короткие, но запоминающиеся 23 минуты Чингук и Тэхён, без необходимости в сцене или свете прожекторов, оставили эмоциональный след, который будет помниться еще долго. Но именно в итоге эти эмоции стали полными. Появился еще один, более тонкий и сложный для объяснения слой. Слой, где ARMY начали задаваться вопросом, почему этот момент кажется таким личным. Как будто Чингук обращался не только к Тэхёну, но и ко всем, кто когда-либо чувствовал, что вырос вместе с кем-то и боялся сбиться с пути в разгар перемен. Этот вопрос продолжает крутиться в умах многих читателей, вызывая странные чувства между теплом и болью, между благодарностью и тревогой, которые нелегко выразить обычными словами. Именно в этот момент повествование о дне рождения Тэхёна превращается из простого индивидуального праздника в коллективное размышление о времени и привязанности. BTS существует уже более 10 лет, и ARMY росли вместе с ними. Когда Чингук намекает на путь выживания и на то, чтобы оставаться рядом, несмотря на перемены в мире, многие фанаты внезапно понимают, что они тоже находятся на другом этапе жизни, чем когда впервые познакомились с BTS. Некоторые сейчас работают, некоторые создают семьи, некоторые все еще борются за свою идентичность. Слова Чингука словно зеркало, отражающее путь каждого читателя. В этом контексте крик армии перестал быть спонтанной реакцией и стал формой эмоционального признания. Признание того, что они многое пережили, что время неумолимо течет, и что отношения, которые длятся долго, это то, что стоит праздновать, а также чего стоит бояться. Чингук, возможно, без явного намерения, умудряется намекнуть на универсальные темы, которые редко затрагиваются напрямую в общении айдолов с фанатами. Есть и другой аспект, который начинают отмечать наблюдатели индустрии, а именно смелость не упрощать эмоции. В мире развлечений, который часто требует коротких, легко усваиваемых сообщений, Чингук выбирает честность, несмотря на риск быть неправильно понятым. Он не сводит свои чувства к нейтральным, безопасным предложениям.
Вместо этого он сохраняет неоднозначные нюансы, позволяя читателю почувствовать небольшие неудобства, которые на самом деле делают сообщение реальным. Именно это чувство дискомфорта часто становится толчком к самым глубоким размышлениям. Тэхён со всей своей артистической индивидуальностью, кажется, находится в центре этого момента. Многие фанаты начали перечитывать тексты написанных им или исполненных им песен, пытаясь найти отклик в словах Чингука. Постепенно прослеживается общая нить – одиночество, поиск смысла и потребность в ком-то, кто действительно понимает без лишних объяснений. День рождения Тэхёна в этот раз стал своего рода знаком не только возраста, но и растущего осознания внутреннего пути, который он прошел и будет продолжать проходить. Интересно, что чем больше людей пытаются анализировать, тем яснее становится, что сила этого момента заключается именно в невысказанном. Чингук не объяснил конкретных деталей, не раскрыл весь контекст. Это оставляет пустое пространство, именно это пространство заполняют эмоции и переживания читателя. В теории коммуникации это пустое пространство часто называют интерпретационным пробелом, где аудитория принимает активное участие в конструировании смысла. В данном случае этот пробел заполняется миллионами сердец, готовых к сопереживанию. Через несколько дней после события на различных платформах появилась волна размышлений от фанатов. Многие писали открытые письма, длинные эссе или личные заметки о том, как слова Чингука побудили их восстановить связь с важными людьми в их жизни. Некоторые признались, что наконец-то осмелились поблагодарить старых друзей. Другие плакали, осознав, что слишком редко выражают привязанность. Этот эффект показывает, что момент не останавливается на пассивной эмоциональной сфере, а побуждает к конкретным действиям. В быстро меняющемся, быстро забываемом мире цифровой культуры устойчивость этого момента кажется необычной. Обычно эмоциональные тренды в социальных сетях быстро появляются и быстро исчезают. Но история тех 23 минут продолжает оставаться в памяти, ее перепостят и снова упоминают. Всякий раз, когда обсуждается день рождения Тэхёна или динамика отношений Чингука с другими участниками группы, этот момент всегда всплывает как главный эмоциональный ориентир. Он стал своего рода точкой отсчета, своего рода «да» и «после» в том, как ARMY воспринимали их отношения. Символически число 23 начало приобретать собственное значение не как мистическое число, а скорее как эмоциональный временный маркер. Многие фанаты писали, что в жизни бывают короткие моменты, которые резко меняют перспективу, и эти 23 минуты стали олицетворением именно таких моментов. Он показал, что большие перемены не всегда происходят в результате монументальных событий, а могут произойти благодаря честности, проявленной в нужный момент.